Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такую очень красивую кофточку от японских дизайнеров. Давно на нее смотрю, но как-то в интернете попадались довольно мутные фотографии, а вот здесь прям такая четкость попалась, и я сразу же, не раздумывая, решила сделать мастер-класс по этой красоте. Вот такой очаровательный получается узор, не очень сложный, я вам хочу сказать. Раппорт узора всего 16 петель и высоту 24 ряда. Да? То есть, в принципе, среднего уровня мастерства. Мастерица вполне свяжет такой узор. Ну, давайте посмотрим с вами пряжу. Какую я выбрала? Пряжа полухлопковая, мягкая, хорошая, хорошей скруточки. Давайте ее с вами посмотрим, оценим. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я буду использовать пряжу Alize Cotton Gold Hobby. Турецкая пряжа. Приятная, мягкая очень. Смотрите, 55% хлопка, 45% акрил. Цвет 518. 50 грамм, 165 метров. Прекрасно вяжется. Хорошей скруточки ниточка. Показываю вот вам, приближаю, видите, да? Прекрасно вяжется. Вот, очень мне понравилось из нее вязать. И, в общем, спицы я использую, девочки, 3,5. Вот так выглядит наш связанный узор. Здесь у меня 2 раппорта в ширину, 2 раппорта, получается, высоту связано. Красивый, очень интересный получается узор. Сложность только в скрещенных заключается. Вот в скрещенных здесь много лицевых. Вот. И по этой причине я не стала брать спицы номер 3. Я вначале начала вязать, скажу вам честно, спицами номер 3. Вот. А потом, когда вот эти скрещенные, очень плотные вот это вязание, тяжело вязать скрещенные, но так вот конкретно у меня так получилось, да, и я перешла на спицы номер 3,5, вот, и на 3,5 спицах мне вязалось комфортно, не напрягаясь, удобно. Так, что здесь еще я хочу вам сказать? Ну, как видите, узор очень красивый, очень, да, он на девушке красиво выглядит, и, в общем-то, на девушке он выглядит плотнее. Ну, я думаю, что и такое исполнение на спицах чуть побольше диаметра, это, как говорится, кашу маслом не испортит, да? Поэтому я думаю, что это тоже прекрасно, хорошо смотрится. И мягкость пряжи необыкновенная, хорошая скруточка. Все замечательно, мои хорошие. Давайте посмотрим схему узора. Схема, по которой я буду вам показывать, как вязать, вот так выглядит. Смотрите, как я уже говорила, 16 петель у нас раппорт, плюс 1 петля для симметрии, изнаночная идет с левой стороны. И 24 ряда в высоту. В изнаночном
изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли, и скрещенные лицевые, там, где у нас были скрещенные лицевые по лицевой стороне, в изнаночном ряду будут провязываться тоже изнаночными скрещенными. Вот такая особенность. Кому, девочкам, у которых небольшой опыт, но очень хочется связать вот такую вот красоту, я могу вам порекомендовать опускать вот эти вот скрещенные изнаночные и вязать, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными петлями в изнаночных рядах. Итак, мои хорошие, про условное обозначение я, наверное, говорить не буду, потому что мы с вами будем вязать этот образец, да, и там я все буду конкретно пояснять. Но сразу поясню, что пустая клеточка – это изнаночная, вертикальная черточка – это лицевая, кружочек всегда накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и вот этот знак 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот эти вот загогулины – это скрещенные лицевые, девочки, и в изнаночных рядах скрещенные изнаночные, как я вам уже говорила. А вот такой вот интересный значок, да, это обозначает 2 вместе лицевой с наклоном, соответственно, влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При этом та петля, которая сверху, она скрещенная идет лицевая. Так, с этим все разобрались, да? Давайте посмотрим выкройку. Значит, про выкройку что я могу сказать? У нас есть вот такая родная выкройка, которую я не стала использовать, поскольку она идет на ширину спинки и переда 46 сантиметров. Ну, это, девочки, 42 размер. Если вам это интересно, я вам вот эту всю красоту выложу, ссылку под видео, да. Вот так у нас, я так понимаю, обвязывается резинка, вяжется, да, вот видите. Я же рекомендую ее просто вязать 1 на 1 резиночкой, причем лицевые вязать скрещенными, да, а в изнаночном ряду, соответственно, изнаночные скрещенные. То есть вот такую я предлагаю резинку. Но кому интересно, можете воспользоваться резинкой оригинальной от дизайнеров японских. Вот. В принципе, и тот вариант приемлемый. Рукав у нас короткий, как видите, да, обычно классическая выкройка с окатом рукава. Вот так вот, видите, обвязывается у нас вырез горловины, показано. Ну, в общем, все это будет у вас в открытом доступе. Ссылочка под видео опубликую в своем профиле в Одноклассниках. Так, и сейчас я вам показываю выкройку, которую буду использовать я в своих расчетах. Используем с вами пряжу, вы уже посмотрели, размеры я назвала, да? Пряжа у нас с вами полухлопковая, об этом мы уже видели и говорили. Про расход общий на изделие, значит, на маленький размер приблизительно 350, но может быть 400 грамм. Маловероятно, что-то между вот этими цифрами будет. На самый большой размер 550 и промежуточный получится там 450, да? Спицы 3,5. При желании, если хотите, чтобы было более плотное вязание, я об этом уже говорила, воспользуйтесь спицами номер 3. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания, поэтому я сейчас об этом говорить не стану. Как это сделать? Сразу после связанного образца мы определяем плотность. Как я делаю влажно-тепловую обработку, я тоже там показываю. Все вот эти попетельные расчеты я тоже сейчас вам зачитывать, естественно, не стану. Все это будет в вашем открытом доступе под видео выложено, все это описание. И что касается расчетной части, на ваших глазах, на счетной машинке я все это считаю, девочки. Я обосновываю каждую циферку. Вот, как располагаем узор, тоже рассказываю. Какие там есть нюансы, если мы чисто в раппорт не вписываемся. Я предлагаю использовать изнаночные петельки дополнительно справа-слева. И об этом мы с вами будем все это дело обговаривать, да? Так, ну и все. Собственно, давайте сейчас приступим к вязанию образца. Итак, вот для вязания мы будем использовать вот эту схему. Раппорт узора 16 петель и высоту это 24 ряда. И начинать мы будем с вами с первого ряда. Я уже связала один раппорт. Вот отсюда у нас, где вот я линию прочертила, начинается раппорт узора. Вот. И мы с вами набираем для образца 35 петель.
я буду вязать 2 раппорта подряд. Вот я уже связала 1 раппорт в высоту и 2 раппорта у меня в ширину получается. И вот так это вот выглядит. Шишечки, я знаю, некоторые не любят, это на любителя. Итак, набрали и приступаем к первому ряду. Кромочную снимаем и вяжем. Почему 35 петель, девочки, не пояснила. 2 раппорта по 16 петель, это 32. 1 петля для симметрии, изнаночная слева, и 2 кромочные. Первая петля идет изнаночная. Затем делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Сейчас будем делать узелок на 5 петлях, вот на этих 5 петлях. Для этого я их вначале провязываю. Смотрите, скрещенная лицевая, вторая скрещенная лицевая, изнаночная, опять скрещенная лицевая и скрещенная лицевая. Вот 5 петель я провязала. Что такое скрещенная лицевая? Как вы поняли, это петля, которая провязывается наоборот. То есть, если вы привыкли вязать, как я, например, лицевую вяжу за заднюю стенку, то вы вяжете эту петлю за переднюю стенку. Если вы вяжете, привыкли вязать за переднюю стенку, классический такой способ вязания, то вы будете вязать за заднюю стенку. Итак, связали 5 этих петелек. Теперь ниточка у нас вот так накидывается перед работой. 5 петелек возвращаются на левую спицу. И будем сейчас обматывать. Вот 5 петелек возвратили на левую спицу. Обмотали ниточкой их вот так. Перед работой, видите, ниточка. Так. И опять вернули на правую спицу. Еще раз сюда же накинули перед работой ниточку. То есть против часовой стрелки я вот узелок буду делать 2 раза обмоточку. Рекомендуется 3 раза, но это, я считаю, что и 2 хватит. Далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот. И вот у нас такой получился узелок. Обмотали. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому меняю петельки местами. Смотрите, первая у меня за работой, вторая перед работой. Накидываю вторую на поверх первой, вяжу 2 вместе лицевой. Накид. Изнаночная. Связали раппорт узора. Теперь, что касается изнаночных рядов, я их показывать не стану. На схеме они есть. И имейте в виду, там, где мы с вами провязывали вот эти вот скрещенные лицевые, в изнаночном ряду, там вяжется скрещенный изнаночный. Второй раппорт вяжете также ряд, я его не буду показывать, чтобы не загружать видео, да? 1 в 1 вяжете и заканчиваем все это изнаночной петлей, которая у нас для симметрии. Она вот на схеме присутствует. Все, мои хорошие, продолжаем вязать. Так, у нас с вами 3-й ряд, и мы вяжем с вами первое кромочное сняли, вяжем изнаночное. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки я меняю местами. 2 вместе лицевой. Накид. 2 изнаночные. Затем 2 вместе лицевой скрещенной. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Только петля будет скрещенная. Вот эта вот петля, вторая, которую я накидываю поверх первой, она у меня сразу переворачивается автоматически. 2 вместе лицевой я связала, накид и просто скрещенная лицевая. Затем идет изнаночная. Опять скрещенная лицевая, накид и 2 вместе лицевой, петлю изначально переворачиваю, которая будет поверх, с наклоном влево. 2 вместе лицевой провязываю. Далее 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, раппорт провязали. Повторяем раппорт. Вяжем 5-й ряд.
Первый у нас идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая скрещенная. Вот я ее изначально переворачиваю, да, и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем у меня идет изнаночная, скрещенная лицевая, накид, изнаночная, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая скрещенная. Заранее ее переворачиваю, провязываю 2 вместе лицевой. Далее идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Все, раппорт провязали. Повторяем раппорт. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом лицевая будет скрещенная поверх, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая при этом скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Итак, 9-й ряд у нас с вами. Вяжем изнаночная, первая петля в раппорте, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, причем лицевая будет скрещенная, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, при этом лицевая будет верхняя скрещенная, затем лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 11-й ряд. Вяжем изнаночная, начинаем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом первая лицевая скрещенная, вот так поверх которой идет. Затем идет изнаночная, скрещенная лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, при этом первая скрещенная будет лицевая. Вот так. Все, связали раппорт узора. Второй раппорт повторяем. 13-й ряд у нас. Первая изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, причем скрещенная у нас будет первая петля. Так, делаем накид, раппорт связали. Повторяем раппорт. 15-й ряд вяжем. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, скрещенная лицевая. Затем идет изнаночная, и по центру вяжем шишечку. Я вяжу крючком. Можете любым способом, который вам удобен. Смотрите, девочки, я
вот так в нашу петельку крючочек всовываю, вытягиваю раз ниточку, да, делаю накид, еще раз сюда вытягиваю, 2, и еще раз делаю накид, еще раз вытягиваю, 3 раза вытянула, через все петли провязала, вот вытянула петлю, да, еще раз вытянула петлю, скинула нашу петлю со спицы с левой и вот так вот сюда назад зашла, вот видите, задушку заднюю, еще протянула петлю. Все, вот у нас петля, которую я возвращаю на правую спицу. Вот так я вяжу шишечку. Она у нас никуда не денется, вот будет болтаться. Далее вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Обратите ваше внимание, в изнаночном ряду шишечка провязывается лицевой. Вот так. Чтобы здесь шли 3 лицевые по центру. 17 ряд вяжем. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3 по центру, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, ой, влево, девочки, влево, и теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 19 ряд вяжем. 2 вместе, так, первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 2 вместе, так, дальше идет скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные по центру, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем. 21 ряд вяжем. Первая изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, при этом лицевая скрещенная, которая первая. Затем идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом лицевая будет, которая сверху, скрещенная. Изнаночная, скрещенная лицевая, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. 23 ряд вяжем. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, при этом скрещенная первая лицевая, скрещенная лицевая следом, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, причем скрещенная лицевая поверх, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Итак, мы связали с вами полный раппорт 24 ряда в высоту. Сейчас повтор идет у нас с первого ряда, да, то же самое повторяем. Вот у нас как выглядит сейчас узор. И наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы померить его плотность. Для дальнейших наших расчетов нужно это.
горячим паром я вот так воздействую на наш с вами образец. Он становится очень податливым. Давайте его тянуть в разные стороны, чтобы он у нас приобрел те самые формы, которые будут ему присущи, когда он станет уже у нас изделием готовым. Да? То есть мы сейчас его приближаем к тому самому варианту, когда он у нас уже джемпер. Наш прекрасный, красивый джемпер. Так, тянем его и в длину, и в ширину. И вот так вот оставляем его сохнуть в расправленном виде. Сейчас он высохнет, и мы с вами будем делать с ним дальнейшие расчеты. И сейчас мы измерим с вами ширину и высоту нашего образца. Смотрите, у нас, значит, получается, но до 20 не дотягивает. Вот я смотрю, здесь 19,5, да. Тут тоже 19,5. Девочки, 19,5 все-таки. Так, 19,5. У нас было 35 петелек, делим на 19,5 сантиметров. Мы получаем число 1,8. Я сразу округляю, здесь прям явно надо округлить. 1,8 у нас получается петель в 1 сантиметре. Я записываю в 1 сантиметре 1,8 петель. Это у нас с вами получилась горизонтальная плотность. Посчитали. Сейчас мы с вами определим вертикальную плотность. Для этого мы возьмем наш образец и измеряем его длину. В длине 21 сантиметр у нас. 21 сантиметр. И у меня участвует 48 рядов. 48 рядов поделить на 21 сантиметр. Плотность по вертикали будет, тоже округляем сразу, 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда умещается. Это вертикальная плотность. Так, все это мы с вами определили, мы молодцы. И наша задача теперь по выкройке составить индивидуальное описание на несколько размеров будем брать. Располагать будем правильно с вами наш раппорт в 16 петельках, чтобы все получилось симметрично. Вот такую выкройку, классический у нас окат, я, значит, подобрала для данной модели, не стала брать родную, поскольку нам нужно, чтобы у нас было как можно больше обхват размеров. А на вот этих вот японских выкройках, как правило, указан всего лишь один размер, и то он маленький, там 44 обычно, редко 46. Поэтому, девочки, у нас с вами будет присутствовать 42-44 размер с шириной 47 сантиметров спинки. Второй размер у нас будет 55 сантиметров, и это будет 48. Размер у нас будет 59 сантиметров ширина спинки, и это будет 52-54 размер. И давайте с вами приступим к первому, что мы делаем обычно. Определяем, сколько петель набрать по спинке и переду, да? Итак, у нас 47 сантиметров идет первый размер, и мы умножаем на нашу плотность, которую определили только что, да? Это горизонтальная плотность в 1 сантиметре 1,8 петель. 47 сантиметров на 1,8 умножаем. Получаем 85 петель. Я округляю. Будем набирать с вами, девочки, нечетное число, поскольку у нас в нашем раппорте участвует 16 петель плюс 1 для симметрии. Поэтому должно быть нечетное число все время. Второй размер у нас с вами идет 55 сантиметров умножить на 1,8. Это будет 99 петель, запишем. И третий размерчик у нас будет 59 сантиметров на 1,8 плотность. 106 петель. И я сразу говорю 107 петель.
или 107 петель или 105 петель, в зависимости от того, к какому размеру вы больше относитесь, к 52 или 54, девочки. Я потом объясню, как расположить узоры. То есть вот на это обратите внимание, большой размер. Так, теперь распределяем наши петельки, да? Как мы будем распределять узоры. Я все время наши вот эти черновые варианты петель, да, все время их перевожу вначале в раппорты. Для этого я 85 петель делю на 16 петель. Это число петель в нашем раппорте. Получает целое число 5. То есть у нас с вами умещается 5 целых раппортов. И я вот так все это схематично всегда рисую. Вот первый размер. Я рисую, представьте, что это ваш напорный ряд, да, и вот это вот 5 раппортов по 16 петель вы набираете. Раз, два, три, четыре, 5. 5 раппортов по 16 петель. Вот одна кромочная справа, одна кромочная слева. Это у нас уже железно. 5 раппортов на 16, это будет 80 петель задействовано. Одна петля для симметрии изнаночная слева, да, плюс 2 кромочные. Получается 83 петли. Не хватает нам 2 петель, надо 85. И я предлагаю включить их в изнаночную, изнаночные петельки добавить справа и слева симметрично. И получается одна кромочная, одна изнаночная, 5 подряд раппортов по 16 петель. Заканчиваем все 2 изнаночными. Понятно, почему 2, да? Одну добавляем, а одна была для симметрии. И кромочная. Итого получается 85 петель. В узоре у нас получается вместе с изнаночными задействована 81 петля. Одна петля у нас справа добавилась. И 2 кромочные. Все. Второй размер 99 петель. 99 петель делим на 16 петель в раппорте. 6 целых раппортов. 6 умножаем на 16. Получаем 96 петель задействовано в узоре. У нас четко получается плюс 1 петля для симметрии. Это 97 петель уже задействовано в узоре. Плюс 2 кромочные. Здесь идеально у нас с вами вписалось количество 6 раппортов. Идеально в количество петель совпало. Да? 99 петель оставляем без всяких изменений. Следующий размер 105 петель. 105 поделим на 16. Опять получается 6 раппортов у нас целых. То есть берем второй размер наш, где у нас задействован был 99 петель. Да? Давайте 105 отнимем 99. 6 петель у нас не задействовано остается. Предлагаю включить их в изнаночную гладь. Также справа и слева по 3 петли. И получится вот такая картинка. Смотрите, 3 изнаночные, то есть начинается, вот представьте, это 3-й размер, большой, 52-54. Смотрите, начинаем с одной кромочной, затем идет либо 4, либо 3 изнаночные, в зависимости от того, какому вы размеру. Хотите посвободнее, делайте 4 изнаночные. Хотите, чтобы была поуже, в общем, делайте 3 изнаночные. То есть здесь, в принципе, можно и 2 изнаночные сделать, да? То есть как вы желаете, чтобы ваша ширина была, вашего изделия. Это все очень, девочки, индивидуально. Добавляйте нужное количество изнаночных петель. 6 раппортов подряд по 16 петель вяжете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Заканчивайте это все таким же количеством, вот в моем случае это 3 изнаночные плюс 1, то есть 4 изнаночные, да? И кромочная. И вот у меня получилось для моего случая 105 петель. Также я и напишу в описании под видео. С этим мы определились. С распределением узоров, да? Теперь смотрим дальше. Давайте определимся, сколько у нас на пройму уйдет петелек, сколько на вырез горловины и на плечи останется. Также применяем горизонтальную нашу плотность. Смотрите, значит, глубина проймы глубина кроя 5 сантиметров. 5 умножаю на плотность 1,8. Получаем 9 петель. Вот я записала пройма 9 петель. С вырезом горловины также, смотрите, стоит 9,5 сантиметров. 9,5 сантиметров половинчатый размер умножить на 2 это 19.
и умножить на 1,8 плотность. Получаем 34 петли. Но у нас с вами должно быть нечетное число. Поскольку мы набираем нечетное число, всегда руководствуемся тем, что по вырезу горловины тоже должно быть нечетное число. Поэтому 35 петель я пишу, на вырез горловины приходится. Это на 2 первых размера, 35 петель. На третий размер стоит вырез горловины больше, 10,5. То есть, устно считаем, 21 сантиметр умножить на плотность 1,8. Здесь я пишу 37 петель. 37 петель, 39 это уже слишком много, да? 37 петель запишем. Так, и теперь считаем, что остается на плечи. И из нашего числа общего наборного 85 для первого размера, 85 петель отнимаем пройму. У нас 2 проймы по 9 петель, отнимаю 18 и отнимаю вырез горловины 35 петель. Получаю, девочки, 32 петли. На 2 плеча делим на 2. На каждое плечо 16 петель приходится. 16 петель. Так, отлично. Второй размер. 99 петель отнять вырез горловины 35 и 18 петель пройма. Получаю 46. Петель делю на 2 плеча, получаю на каждое плечо 23 петли. И третий размерчик у нас с вами идет 105 петелек, отнять 37 петель вырез горловины и 18 петель пройма. Получаю 50, делим на 2, 25 петель на каждое плечо. С этим все понятно, да? Переходим к рукаву. Смотрите, у рукавчика здесь стоит вот такая выкройка вот длинненькая, да, но я по схеме, которая у нас в японском журнале, значит, там идет длина рукавчика 12 сантиметров и 2 сантиметра планочка, резинка 1 на 1 вяжется. Так, и я также здесь поставила, то есть это не смотрим, а начинаем вот планочка 2 сантиметра и 12 сантиметров в высоту вяжем узором. Значит, по низу у них идет 28 сантиметров ширина рукава, а по верху вот у меня стоят мои размеры универсальные. И сейчас мы определим, сколько по низу будем петелек набирать и как распределять узор. А потом посчитаем скос. Смотрите, 28 сантиметров, 28 умножаем на плотность 1,8. Получаю 50 петель. Ну, надо нам, как я вам уже говорила, 51 петлю для узора, да? Чтобы было нечетное число. У нас ведь одна петля добавляется для симметрии. Поэтому 51 петлю я поделю на 16 петелек, 3 целых раппорта у нас умещаться будет по рукаву, по низу. Вот, 3 умножаю на 16, это будет 48 петель задействовано, 1 петля для симметрии задействованы, 2 кромочные. Итого наши 51 петля. И я вот так схематично изобразила, как располагаем узоры по низу рукава. Кромочная, 3 подряд раппорта по 16 петель. Завершаем все это изнаночной для симметрии и 1 кромочной. Вот 51 петля. Теперь нам надо определить, сколько до оката, вот в самой широкой части рукава, у нас будет петелек. Увеличиваем здесь по скосу, да, до какого количества. Вот у нас стоит размер 17,5, это половинчатый размер, да, то есть это 35 сантиметров умножаем на плотность 1,8. Получаю 63 петли. Запишем. Второй размер у нас стоит 19,5 умножить на 2 и на плотность 1,8. Будет 71 петля. Я говорю, должно быть нечетное число. И третий размер 20,5 умножить на 2 и на 1,8. Это будет 73 петли. Все, мои хорошие, посчитали эти петельки, а теперь определяем, сколько всего петель нам надо будет прибавить по скосу, да? То есть из большего числа 63 отнимаю по низу 51 петлю, получаю 12 петель на первый размер. Будем всего прибавлять. У нас 2 скоса, делим на 2,
по каждому скосу 6 петель. Да? Отлично. Также считаем с вами для других размеров. У меня получается для каждого скоса в первый размер 6 петель, второй 10 петель и третий 11 петелечек будет у нас по скосу прибавляться, по каждому скосу. Теперь давайте посчитаем, как же нам распределить эти прибавки равномерно. Одинаковое расстояние должно быть между прибавками. Для этого нам понадобится вертикальная плотность. Мы ее с вами вот определяли. В 1 сантиметре 2,3 ряда. И у нас с вами высота скоса это 12 сантиметров. Да? Вот, стоит. 12 сантиметров переводим в ряды. Для этого применяем вертикальную плотность. 12 умножаем на 2,3, 28 рядов, девочки. Это будет. Поэтому 28 рядов нашего скоса мы делим на 6 петель, которые надо равномерно распределить на первый размер. Получается вот такая цифра 4,6. Ну, в этих случаях всегда рекомендуется прибавки делать, чередуя в каждом 4-м и каждом 5-м ряду. Для второго размера будем делать прибавки 71 петля, отнять 51 по низу. Получается, значит, 10 петель распределяем на 28 рядов, делим на 10. Но здесь получается, девочки, ну, скажем так, в каждом 3-м ряду делаем прибавку, да? То есть, ну, тут явно троечка насчитывается, да? Так, и третий размер у нас с вами 73 петли, где надо 11 петель по скосу прибавляем, а у нас 28 рядов. Делим на 11 петель и получаем такое вот число 2,5 ряда. Ну, так это сложно, значит, также мы с вами будем чередовать. В каждом 2-м и в каждом 3-м ряду делаем прибавки. По одной петле одновременно справа и слева делаются прибавки по скосу. Затем, когда у нас с вами будет до оката набрано вот это количество петелек, 63, 71, 73, мы приходим к формированию оката рукава. Ну, для опытных мастериц окат рукава не составит никакого труда, они уже по своему опыту смогут определить, сколько петель здесь убавлять. Я это расписывать не буду, этот расчет требует времени дополнительного. Я думаю, что вы и сами сможете справиться, потому что я вам дам ссылочку на статью, как посчитать окат рукава. И в целом скажу, что там легко, девочки. Делим на 3 части наш окат, да, ну, условно на 3 одинаковых части. Ну, обычно я, например, как делаю окат, начинается вот здесь вот самый низ оката, формируем, также закрываем петли, как у проймы, да, затем приблизительно вот эту величину надо будет рассчитать, сколько у нас будет убавок в каждом 2-м ряду. Я делаю убавки по 1 петле, да, затем в каждом 2-м ряду делается уже по 2 петли, и на самой пологой части оката делается уже по 3 петли убавки. Вот. И здесь остается приблизительно где-то 15-17 петель, которые мы закрываем одним махом. Обычно так окат формируется. Так, ну и все, мои хорошие, собственно, про вертикальную плотность я вам уже заострила внимание. Обязательно учитывайте любой размер, который стоит у вас по выкройке, переводите в ряды. Это нужно для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. Да? Помните, как мы с вами тянули наш образец, да, в разные стороны. Это мы теперь точно знаем, какая у нас плотность, да, и мы точно знаем, как будет вести себя после стирки наше изделие, чтобы оно вернулось в то самое состояние, которое мы планировали. То есть длина у нас соответствовала тому, что мы хотим видеть. Да? Вот у нас, например, до проймы от начала, да, рукава, от начала вязания до проймы стоит величина 41 сантиметр. Вот. Так вот эту величину надо всегда переводить в ряды. И вязать рядами 41 на 2,3 плотность по вертикали. Получаем 94 ряда, девочки. Обязательно провязываем 94 ряда с учетом планки. И только после этого переходим к пройме. Не сантиметрами меряем, да? Не сантиметрами, а рядами.
подчеркиваю это. Общей длину изделия тоже рядами меряйте. Рукав тоже меряйте рядами, да. То есть обязательно все это в описании я указываю, ряды эти все. Вот. Если вы используете другую пряжу или другие спицы, возьмете номер 3, посчитайте, что вам нужно как-то более плотно, да, чтобы выглядел ваш узор. Пожалуйста, пересчитайте также свой образец, пересчитайте свою плотность и сделайте аналогичный расчет. Здесь, в принципе, все эти расчеты, они элементарные для начального класса. Деление, умножение, да, сами понимаете, легко очень вникнуть. Нужно только желание. Я желаю вам, мои хорошие, удачи. Описание будет под видео выложено для вашего удобства. Вот, и до новых встреч!